Неделю назад Мэри похоронила своих мальчиков, двух прекрасных близнецов. Она все еще не могла поверить, что их больше нет. Совсем недавно они отпраздновали дни рождения детей и подарили им щенка. Когда близнецы умерли от внезапной болезни, она не смогла оставить щенка. Единственное правильное решение, казалось, подсказывал ее муж. Он предложил ей усыпить щенка и положить его в гроб вместе с детьми. Пусть они будут вместе. В конце концов, ни он, ни сама Мэри не смогли бы смотреть на взрослую собаку и думать, какими могли бы быть мальчики сейчас. Продать собаку или отдать ее кому-то другому было невозможно. Щенок был одной крови и не был нужен никому, кроме их мальчиков. «Так пусть идет на радугу с мальчиками», — сказал муж. Прошла неделя. Всего одна неделя. Мэри, казалось, погрузилась в бессознательное состояние, не понимая, что она делает и как собирается жить дальше. И вдруг она получила странное письмо в конверте, но без адреса и почтового штемпеля. Значит, кто-то принес его и сам опустил в почтовый ящик. Никаких подробностей не было, просто кто-то назначил ей встречу. Но почему? Не пойдешь, не узнаешь, решила Мария, и в назначенное время отправилась в назначенное место. Вдруг из-за угла навстречу ей выскочил щенок. Он был на длинном поводке, и она не могла видеть, кто его ведет. Ей показалось, что это был точно такой же щенок, как и тот, которого она похоронила вместе с детьми. Нет, этого не может быть. Это не тот же самый щенок. Это тот же самый щенок. Точно так же. Как он вернулся к жизни. Как он вышел из могилы. Мэри присела рядом с ним. Щенок потянулся и завилял хвостом. Да, сомнений не было. Малыш узнал ее. Это точно был он. Мария посмотрела, кто ведет собаку на поводке, и потеряла дар речи. Ее дети, ее близнецы, мальчики, которых она похоронила неделю назад, вырисовывались из-за угла. Они точно были мертвы. Она лично омыла их тела и положила в сделанный на заказ гроб, чтобы дети лежали вместе, так как они оба пришли в этот мир, чтобы их тоже не стало. Вместе с детьми шел старый смотритель кладбища. Именно он назначил встречу в письме, которое она получила. Он спас ее детей. Он вырыл могилу и укрыл в ней близнецов. Мэри стояла и смотрела на них, слезы текли по ее щекам. Внезапно она отчетливо, до мельчайших деталей, вспомнила тот день, когда пришла в ветеринарную клинику и попросила усыпить ее щенка. «Вы можете усыпить щенка?» – устало спросила она, приехав в ветеринарную клинику. «Что с ним такое? Он болен? Может быть, его нужно лечить?» – спросил молодой ветеринар в приемной. «Я не знаю. Нам просто нужно усыпить его». «Вот и все», — сказала Мария безразличным голосом. Она не хотела ничего объяснять или выяснять. Это действительно было слишком много, чтобы просить о чем-то простом. В конце концов, она должна была заплатить. «Но мы не можем усыпить здоровое животное», — сказал ветеринар. «Я понимаю, тогда я сделаю это сама». Женщина достала несколько таблеток, вынула щенка из сумки и начала насильно запихивать таблетки ему в рот. Щенок сопротивлялся, скулил, и таблетки выпали из его пасти. «Может, хватит издеваться? Ладно, мы сами с этим разберемся». Она вырвала щенка из рук безумца и бросилась в другую комнату. Маленький щенок не понимал, почему с ним так обращаются и что вдруг разозлило его хозяев. Он смотрел своими маленькими глазками прямо в сердце ветеринара, думая, что она — его спасение. Он и не подозревал, что теперь, вместо спасения, тетя сделает ему инъекцию, которая усыпит его навсегда. И в голове доктора родился странный план. «Не бойся, малыш», — сказала она и ввела инъекцию. Щенок завизжал, вскочил и начал пытаться лизать место укола. Ветеринар погладил щенка. «Так что же происходит? Готово ли оно?» Голос Марии доносился из коридора. Ветеринар снова погладил щенка. Он стал мягким, как тряпка, и перекатился на бок. Она подняла его и вынесла в коридор. «Вот, держи», — протянула доктор руку со щенком. «Нет, нет, не сейчас. Мне нужно подготовить похороны. Я заберу его завтра», — пробормотала Мария и как-то отстранилась. Она поспешно покинула клинику. «Я так и знал», — сказал ветеринар вслух. Она положила щенка на мягкую подушку, накрыла его одеялом, поцеловала в нос и сказала: «Спи,
«Мой сладкий малыш, завтра я заберу тебя домой». Молодой врач решил пожалеть щенка и сделал ему инъекцию обычного анестетика, который дают во время операции, чтобы показать хозяину, что щенок умер. Она была уверена, что не возьмет его обратно. Люди, которые приносят своих питомцев на усыпление, обычно трусливы и предпочитают избавиться от проблемы утилизации. Некоторые платят деньги, а другие просто убегают. Ветеринар решил взять щенка себе. Ему нужно было подготовить лишь несколько вещей, достать кровать, купить, обустроить место. Она хотела привезти щенка уже готовым. Утром ветеринар спал. Ничего особенного. Она торопилась на работу, ожидая встречи со щенком, который уже должен был проснуться. Но, как оказалось, она была избита. Эта женщина, Мария, приехала за ним. О, этот ужас! Она похоронит его. Нужно было срочно что-то делать. Молодой ветеринар начала искать адрес своего клиента. Она была немного удивлена, когда приехала по адресу и увидела, что вся семья отправилась на кладбище. Близнецов похоронили сегодня. Такое горе, такая трагедия, сказал сосед, который разговаривал с врачом. Бабушки у входа любят поговорить с незнакомцами и иногда рассказывают то, о чем их не спрашивают. Например, вот как ветеринар узнал, что семья такая хорошая, приличная, 2 мальчика, 2 близнеца, такие милые, вежливые, всегда здороваются. Мы недавно переехали сюда, как раз когда сосед женился на Марии. И нет ничего плохого в том, что он сейчас очень детям, такое бывает, и люди живут для себя, но недавно с близнецами случилось что-то неприятное. Оба они умерли во время прогулки. Их маленький щенок, которого мальчики взяли всего за день до этого, бегал вокруг хозяев и лизал их щеки, пытаясь привести их в чувство. Возможно, какая-то болезнь, сказал сосед. Марии было жаль ее, она была вся в черном и без лица, когда она клала усыпленного щенка рядом с мальчиками в гроб. Да, это было решение Виктора, их отчима. Он сам сказал жене, чтобы она убаюкала щенка, чтобы он мог быть с мальчиками на небесах. Какие люди, какие благородные люди, продолжала жаловаться старуха. Поэтому ей пришлось усыпить щенка. Ветеринар отправился на кладбище. Она хотела предотвратить непоправимое. Он не мог похоронить щенка, который мог проснуться в любой момент. Было странно, что он еще не проснулся. Однако она, должно быть, немного ошиблась с дозой. Когда прибежал ветеринар, он с ужасом понял, что уже слишком поздно. Могила была зарыта. Она схватилась за голову. Лучше было бы убаюкать бедное животное, которое теперь умрет ужасной смертью. Девушка пошла домой. Она не могла удержаться. Тем временем щенок пришел в себя в маленькой темной комнате, обнюхал окружающих мальчиков и почувствовал облегчение, свернулся в клубок и попытался уснуть, но кислорода становилось все меньше с катастрофической скоростью. Щенок решил, что нужно что-то делать. Он подошел к лицам своих молодых хозяев и начал облизывать их, как он делал это дома, чтобы разбудить их. Но мальчики почему-то не хотели просыпаться. Щенок стал облизывать детей с еще большим рвением. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.